Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, что происходит в жизни загаданного человека сейчас. У нас будет 3 позиции, первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу, загадывайте свой вариант. Можно загадать сразу 3 человек. Ставьте на паузу, выбирайте и начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, что же происходит сейчас в жизни загаданного человека. Что же сейчас происходит в жизни загаданного человека. Такое чувство, что стремится к новым берегам. Он либо в дороге находится, в дороге, в поездке, в путешествии, либо в попытке уйти от того, что ему дорого. Хочет уйти во что-то новое, но чувствует себя жертвой. Он в позиции повешенного сейчас. В целом нужно сказать, что у него все стабильно. 4 жезлов – это карта стабильности. Это дом, семья, это стабильная работа. Если человек проживает с родителями, то в родительском доме все хорошо. Если у человека есть своя семья, опять же, в этой семье все хорошо. Но в состоянии в своем эмоциональном, он, знаете, как вот белеет парус одинокий, да, он мятежный, ищет бури, вот он куда-то вот все стремится, рвется, он не может найти вот этого баланса, он не может найти вот этой гармонии и покоя, чувствует себя жертвой. Давайте посмотрим, почему чувствует жертвой, почему так плохо. Ну, понятно, что хочет уйти от чувств, от эмоций. Справедливости. Ну, естественно, женская фигура, кубковая королева здесь. Причина того, что он не может найти себе место. Кубковая королева, вполне вероятно, что это вы. И здесь формат треугольника. Дело в том, что слишком много в данной истории действующих лиц. Во-первых, пентаклевый король, он может указывать на то, что человек, на которого вы смотрите, он сам не свободен, и ему важно вот пребывать в своей семье. Поэтому формат треугольника, он не всегда возможен. И здесь важно действовать по справедливости. Это первый момент. Второй момент. Здесь можете быть не свободны вы. То есть вот эта вот кубковая королева, у нее может быть свой пентаклевый король, и опять же здесь образовывается треугольник. А ему важно соблюсти все вот эти вот правила, все рамки приличия по справедливости, чтобы не нарушать границ. Ему сложно, ему тяжело. Постоянно думает о том, что было. Вот знаете, вот как прокручивает в голове ту ситуацию, которая не дает ему покоя. Очень, очень хочет восстановить отношения. Возможно, восстановление отношений будет связано с поездкой. Здесь, если расстояние, потому что на самом деле 8 кубков очень часто символизирует вот именно поездку, дорогу, расстояние, то вот именно поездка, опять же, возвращение, она будет своего рода решением проблемы, которая есть у него. Здесь вот эта вот головная боль, она будет нивелирована. И он рассчитывает на, знаете, вот поскольку треугольник это здесь такой запретный вариант, 6 пентаклей это допустимый вариант общения, это либо дружеская взаимопомощь, либо деловое взаимодействие, когда люди, коллеги, партнеры, либо такое общение, когда вот кто-то кому-то услугу оказывает. И он понимает, что в контексте вот этого общения он может сделать по рыцарю пентаклей шаги навстречу, от которых не сможет вот эта вот кубковая королева отказаться. Давайте посмотрим, это вы, кубковая королева? Уточним. Кубковая королева, это вы? Ну, если вы на расстоянии сейчас, да, 6 кубков, то это вы. Дело в том, что здесь может наблюдаться такая ситуация, когда человек как будто вот заблудился в 3 соснах, состояние неопределенности, отношения разрушены,
Отношения разрушены через вот эту вот дистанцию, которая образовалась, и здесь невозможно что-то сделать. Может быть, и можно было бы совершить какие-то конструктивные шаги, но наличие третьих лиц, оно сковывает движение, сковывает возможности, и остается единственная надежда на то, чтобы вот именно через работу, через деловое какое-то взаимодействие сделать на самом деле шаги навстречу, которые приведут к возобновлению общения, к восстановлению вот этого общения. Он хотел бы восстановить это общение? Он хотел бы? У него состояние внутреннего конфликта. Сегодня хочу, завтра не хочу. У него есть ощущение того, что придется восстановить это общение, но ему важно не ударить в грязь лицом, ему важно быть победителем. Именно поэтому его позиция в отношении того, что восстановить, не восстановить, она очень нестабильная. То да, то нет, то хочу, то не хочу. Очень много ограничений. В первую очередь это расстояние, да, у тех, кто находится на расстоянии. И второй момент здесь действительно как обязательство перед третьими лицами. И важно, чтобы никто ни о чем не узнал. Что же в итоге предвидится-то со стороны этого товарища? Он будет какие-то действия осуществлять или не будет в вашу сторону? Кое-как, двойка пентаклей. Вроде бы и напомнит о себе, но серьезных шагов здесь нет. Здесь, возможно, знаете, вот какое взаимодействие, когда человек через давление, через определенные полномочия, которые у него есть, будет стараться вас сподвигнуть к той модели поведения, которая ему более приемлема, которая ему более интересна, более выгодна. И здесь абсолютно нельзя сбрасывать со счетов то, что на фоне отсутствия общения с вами другая женская фигура вошла в чат. Да, то есть почему он заблудился, почему такая нестабильная позиция, потому что есть между чем и чем выбирать, но при этом нужно суметь выдержать вот эти вот четкие рамки и границы, когда никто никаких правил не нарушает. Поэтому здесь какие-то действия, такие более или менее конструктивные, они будут от него в более поздний период, в ближайшее время. Здесь как улиточка, шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. И фактически все сводится к хождению по кругу, потому что весьма эгоистичен и инфантилен. Не всегда готов брать на себя ответственность, но при этом очень хорошо соображает, очень хорошо видит вот эту причинно-следственную связь между тем, что он сделает, и между тем, что он получит вследствие того, что он сделает. Но ему очень важно восстановить с вами вот либо деловое, либо дружеское общение, чтобы был вот этот вот коннект, чтобы иметь возможность вас видеть, чтобы иметь возможность с вами взаимодействовать. А давайте чувства его посмотрим к вам. Какие чувства? Почему же так к дружескому, к деловому общению стремиться? А в чувствах-то что? Слишком сосредоточен на себе. Да, чувства есть, но он их сдерживает. Ему очень не хватает общения с вами. Вот знаете, это как... вот его буквально изнутри распирает, как вот шарик мы надуваем воздушный, он вот того и гляди лопнет. И вот эти вот чувства, вот это как воздух в воздушном шарике, того и гляди, его разорвут на мелкие кусочки. Ему больно от того, что приходится концентрироваться на себе, сдерживать свои эмоции и испытывать нехватку общения с вами. Поэтому да, вы не безразличны однозначно. И вот тот факт, что приходится вот такую линию поведения выбирать, он для него весьма дискомфортен. Он себя прям вот жертвой чувствует. Вот такая первая позиция у нас получилась. Идем ко второму варианту, двоечки. Что происходит в жизни загаданного человека? Что происходит в жизни загаданного человека? Ой, ну все стабильно, все хорошо, император. Кто-то начальник, у него все хорошо. Кто-то муж, отец, кто-то вот уважаемый человек. То есть император, он на своем месте. Но император, он
в себе сейчас не в полной мере уверен. Паш мечей — это состояние такого, знаете, вот наблюдения, такое чувство, что он ощущает слежку за собой. Он ощущает вот это вот пристальное внимание к своей персоне, и поэтому может себя чувствовать не вполне уверенно. Он старается как можно больше информации получить, как можно больше какой-то вот полезной информации усвоить для того, чтобы чувствовать себя более комфортно. Есть люди, которые готовы его поддерживать. Здесь прям, знаете, выгодный такой взаимообмен. И такое чувство, что через это вот взаимодействие с людьми, которые готовы его поддержать, он становится сильнее, он становится важнее, но ему есть куда расти, ему есть к чему стремиться, несмотря на эту стабильность. Он хочет стать еще императорнее, еще важнее, еще лучше. Трудности приходится преодолевать. Здесь, знаете, как тяжела шапка Мономаха. Потому что на самом деле стоит доказать свою значимость, стоит всем дать понять, что он действительно молодец, и он от этого состояния устал. Он устал от того, что нужно держать марку. Ему хочется скорее высвободиться из этого состояния. Что у него в мыслях? О чем он думает? Воспоминания, приятные воспоминания. Думает о переменах. Здесь, знаете, как что-то утрачено, и он думает о восстановлении утраченного, восстановлении утраченных отношений. Но отношения, скорее всего, были по дьяволу. Либо тайные отношения, либо отношения, когда слишком много ограничений. О любви думает. Ему очень нравилось то, что происходило. С вами это связано? Давайте посмотрим. С королевой мечей. Ну, если вы женщина либо воздушных знаков зодиака, либо женщина в форме, медик, военный, юрист, либо вот женщина из прошлого, да, мечевая, как правило, королева, то да, с вами это связано. Отношения прекращены, либо перешли в другой формат. Карта смерть, либо трансформация, либо финал. А что на сердце у него? В мыслях. На сердце состояние непринятия того, что происходит, несмотря на вот эту вот стабильность. Ему хочется быть счастливым, ему хочется подумать о себе, ему хочется побыть маленьким ребенком, а ему нужно прям держать марку, и он очень устал от того, что ему нужно вот эту вот марку держать. У кого-то здесь подтверждение статуса мужа и отца, у кого-то здесь подтверждение статуса такого, знаете, вот начальника, руководителя, а ему очень хочется вот снять с себя вот это бремя ответственности. Он очень устал. Думает о вас, вспоминает. Ну, здесь вышло то, что воспоминания. Давайте посмотрим, что к вам у него конкретно в мыслях. Конкретно к вам. Он считает, что вы его счастливый билетик, вы его удача, вы его подарок вообще. Часто думает о вас. Вот просто, знаете, спит и видит. Если человеку свойственно выпивать, то буквально бокал вина или какого-нибудь другого напитка, он возвращает его вот в состояние размышления о вас. Да, он думает о том, насколько вам с ним хорошо. Но на сегодняшний день он понимает, что он просто буквально жертва ситуации, жертва обстоятельств, в которые он попал. Чего он хочет? Чего он хочет? В первую очередь разобраться в себе хочет. Отшельник. Ему важно не проиграть. Он настолько долго, он так долго шел вот к этому титулу, статусу императора, да, уважаемого человека, что сейчас для него будет просто, знаете, вот убийственно все это, от всего этого отказаться, все это потерять. Ему важно быть победителем, и поэтому он считает себя жертвой, потому что здесь вот как-то одно с другим несовместимо. Очень хочет возобновления. Паж жезлов — это как новый росточек, новый виток между вами. А будет ли что-то делать? Будет ли что-то делать?
Он пока не может. Пятерка пентаклей — это состояние нересурсности. Десятка кубков. Здесь у большинства вот именно вопрос наличия семьи становится очень остро. У него семья, либо у вас семья. Стабильность важна для человека. И здесь вот эта стабильность, она связана с материальными вопросами, она связана с целями, которые ставятся дальше. Да, вот именно семья, семейное благополучие. Именно поэтому на сегодняшний день человек выбирает стабильность и продолжает пребывать вот в состоянии жертвы. Поэтому сейчас он не может просто ничего сделать, да, чувства испытывает. Но, как правило, кубковый король, он не готов дать ничего, кроме чувств. Он не готов отказаться от этого вот титула, статуса императора ради своих эмоций. Семерка жезлов, он будет защищать то, что ему принадлежит, но в том состоянии, в котором он находится, он так и будет продолжать тосковать. Он так и будет продолжать тосковать, как только у него появится возможность как-то, вот знаете, восьмерка жезлов, прийти, приехать, сообщить, написать. Он обязательно это сделает. Вот такой второй вариант у нас получился. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Давайте посмотрим, что у нас с третьим вариантом. Третьим вариантом. Что происходит в жизни загаданного человека? Что у него сейчас? Десятка пентаклей. Семья. Родительский дом, либо своя собственная семья. Живет, наслаждается жизнью. И достаток, и удовольствие. Карта солнышко. Ну, здесь товарищ эгоист. Здесь вот прям, знаете, вот как сыр в масле катается. И тем самым наслаждается. О чем он думает? Какие у него планы вообще в жизни? Какие у него планы в жизни? Пятерка жезлов, карта борьбы. Ой, карта упала. Мы поднимем. Так. Ой, вернуться к мечевой королеве в планах. Причем бороться за это. Ну, когда, в принципе-то все хорошо, можно и побороться, и посражаться. Причем эта женщина, она сидит вот ровно на своем месте. Женщина из прошлого. Давайте посмотрим, вы или не вы. К вам собирается, за вас собирается сражаться. Да, за вас собирается сражаться. Причем собирается показать и доказать то, что он сильнее. Сильнее обстоятельств, сильнее вас. Пятерка жезлов, это, знаете, как вот меряться майками, да, кто круче, кто лучше. И очень хочет по шестерке кубков вернуться в прошлое. Вот как раз-таки вот к мечевой королеве. Очень хочет вернуться. Чувствует, что королева-то сидит на месте и ничего не делает. А ему-то нужно вернуться в это вот прошлое. Ему нужно восстановить вот эти отношения. Чего хочет? Отшельник. Манипулятор он. Он хочет, чтобы, знаете, чтобы он показал, какой он крутой. Он хочет, чтобы он показал, какой он классный. У большинства здесь будет такая ситуация, что вы связаны работой либо какими-то делами. И он хотел бы, чтобы вот эту свою крутость не растерять, чтобы он не пришел к вам на поклон, ну здравствуй, давай мириться, а чтобы ситуация, обстоятельства сложились таким образом, что вот само собой, вот он вроде такой крутой, и на поклон к вам не пришел, и восстановились ваши отношения. Да, действительно, ждет возобновления общения, возобновления отношений на почве того, что вас уже связывало, на почве того, что вас уже ранее объединяло. Сделает шаги, но с позиции жезлового короля, начальник-руководитель, человек, в руках которого есть власть. То есть он действительно не на поклон придет, а вот с позиции победителя. Вот сказал, как отрезал, да, продекламировал, провозгласил. Такое ощущение, что по восьмерке жезлов ему нужно будет вот сообщить какую-то информацию. И он будет ждать удачного случая,
для того, чтобы вот как будто невзначай вот эту вот информацию до вас донести. Причем эта информация, она плавно выльется, она плавно перетечет в те самые чувства. А давайте чувства его посмотрим к вам. Страсть. Вы для него в первую очередь друг. Вы в первую очередь для него человек, которому он может доверять. Здесь больше даже, знаете, речь идет не о какой-то романтике, не о бабочках в животе, а о дружеском доверии. Он доверяет вам. И да, вот как ни странно, несмотря на вот это вот свое такое вот поведение, да, солнечное, эгоистичное, нарциссичное, он вам все равно доверяет. Он может отделить хорошее от плохого, и вы в его понимании хороший человек. Плюс здесь, смотрите, здесь очень сильная страсть, здесь сильное притяжение. Он очень скучает, когда вас нет рядом. Старается переключиться на что-то другое, но у него как-то не очень получается. Дикая ревность, которую он не показывает. Он не покажет эту ревность, потому что здесь, знаете, вот будет стараться сохранить честь и достоинство, не ударить в грязь лицом. Тем не менее, очень ревнует, но он умеет держать свои чувства в балансе, он умеет держать свои чувства под контролем. Есть женщина, которая его любит, и он при помощи вот общения с ней восстанавливает свою самооценку. Что будет в дальнейшем? Давайте посмотрим между вами, что намечается. Умеренность. Здесь эта история, она, во-первых, будет длиться долго, во-вторых, развиваться будет долго, потому что не всегда будут возможности сделать что-то так, как хочется. Порой вы будете уставать от того, что происходит, порой будет настигать чувство страха от того, что вот как дальше, я не знаю, как дальше, не понимаю, как дальше, из-за этого будет страшно. Тем не менее, здесь долго может это все длиться между вами. Причем не вижу вас парой. Семерка жезлов — это, знаете, вот состояние автономности. Вас разделяют определенные рамки, границы. Но, тем не менее, вот сколько ваши отношения будут вот разрушаться, давайте так скажем, столько они будут и восстанавливаться. Здесь разошлись, сошлись, разошлись, сошлись. Потому что есть чувства, есть эмоции, которые действительно необходимы. И это будет длиться до тех пор, пока просто не надоест. И здесь больше даже не то, что вот не надоест, а когда действительно встанет вопрос ребром относительно его титула и статуса императора. То есть здесь нельзя совмещать вот эти вот две позиции, когда он вроде такой вот уважаемый император и человек, у которого такая вот неопределенная связь, ну давайте скажем, на стороне. И вот когда нужно будет ему просто вот ставить вопрос ребром и выбирать вот этот вот титул, статус императора, здесь по десятке мечей, как знаете, насильственное завершение, да, то есть это больно будет резать по-живому. Но здесь что-то предложит он вам взамен. Прям, знаете, здесь и подарки какие-то, и возможности какие-то, и ковришки какие-то, которыми можно будет нивелировать вот эту вот боль утраты тех самых романтических отношений, того самого взаимодействия, которое было между вами ранее. Вот такой получился прогноз для троечек. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Вот такие у нас сегодня получились расклады, такие позиции. Благодарю всех еще раз за просмотр и до встречи с вами в новых видео.